Привет, меня зовут Сергей, вы на канале независимого партнера компании Herbalife Nutrition. Сегодня мы поговорим о признаниях. Я хочу вам показать подборку. Вы посмотрите на этих людей, и, возможно, даже кто-то узнает себя, а кто-то узнает близкого. И поверьте, все можно изменить. Но чем мы раньше признаемся даже самому себе в том, что действительно является нашей жизнью, да, и это ненормально во многих случаях. Это нужно исправить, это можно исправить. Давайте посмотрим, как у нас живут большинство людей нашей планеты. Здесь мы говорим про Россию, конечно, но это актуально во многих странах. Давайте начнем. Если досмотрите до конца, увидите, как поменялись героини выпуска. Досмотрите до конца. Поехали. Самое любимое — это, конечно, тортики. Без булок, без сладкого вообще никак не могу. Как только стресс, свежие булочки, а еще пончики. Любят булки с молоком, с кефиром любят, с вареньем, с маслом. Съешь ее, как-то так все хорошо так становилось, что казалось бы, все, теперь можно свернуть горы. Набрав большое количество лишнего веса, Таня начала напоминать окружающим Гром-бабу. Все считают, что я достаточно сильная женщина. Мало того, что высокая, так у меня, понимаешь, внешность еще такая, что я понимаешь, Гром-баба, что я все сама все решу. Она выглядит такой, но она такой, по сути, не является. Таня как может старается исправить такое впечатление. Я ношу в основном одни платья. Платьев у меня много. Платьице такое яркое. Они скрывают недостатки, потому что платье-футляр, платье такое ровненькое, и ты визуально кажется худее. Мой день – это подъем в 9 утра, готовка завтрака, развитие детей, занятия, буквы. Между этими задней ногой варится суп, потому что надо чем-то детей покормить. И так 365 дней в году. Тане быть мамой нравится, но хочется еще и себя реализовать. Быть мамой – это здорово, но также хочется еще быть кем-то. Ищет себя где-то. И для того, чтобы найти, наверное, эти первые шаги она делает у вас на проекте. Мне кажется, что мир что-то недополучает с моим сидением в декрете. За 6 лет в декрете Таня потеряла все свои увлечения, зато приобрела несколько десятков лишних килограмм. Когда мы познакомились с мужем, я была слегка худее. Так на килограмм 25. Потом мы начали жить вместе, мы начали радовать друг друга, почему бы нам не приготовить сегодня стейк, либо еще что-то. И поднабирали. Не без этого. Да, готовим мы хорошо, вкусно. Иногда это не совсем полезно. Я давно уже пришла к выводу, что я равномерно толстенькая, жирненькая. И как еще можно сказать? Просто хочется быть меньше. Но чтобы стать меньше, Тане нужно отказаться от того, что она так полюбила за последние несколько лет, а именно суши, пицца, ризотто, спагетти, брускетты. Мясо по-французски, как с картошечкой, и говядину, и рыбу. Жизнь Тани похожа на идеальную, но девушке все равно чего-то не хватает. Я бы хотела иметь свое дело какое-то. То, чтобы мне давало энергию просыпаться каждое утро, думать об этом, что-то совершенствовать, с кем-то общаться. Я не знаю, что это. Я просто хочу найти себя. Я сама понимаю, что выношу мозг. А что сделать? Иногда хочется. Сижу дома, да, адреналину некуда выйти. Все равно, что ему выходить куда-то надо. Надо найти применение. Я нахожу или муж, или дети. В ней не то, что не догорает, в ней еще горит. Лена может проконтролировать все, кроме собственного веса и желания поесть. Начинала набирать вес, наверное, с 2007 года, когда родилась Милана. С первым мужем развелась, я похудела. Сильно наверное, нервы были. Вышла второй раз замуж, забеременела и начала кушать. Жареная картошечка, отбивнушечки, мяско. Это прям вареное, все как надо. Перекусила, и все классно. Из-за пристрастия к еде Лена перестала влезать в любимые вещи. Такие. Я люблю такие платьишки. С перышками. Все эти платья висят и меня ждут. На вопрос, готова ли девушка начать работать, Лена отвечает очень уверенно. Ой, конечно, готова. Я уже так готова
с этим совсем побороться, распрощаться и поставить вообще такой жирный-жирный крест и забыть. Забыть, как страшный сон. Без завтрака, обед пойми что, а ужин так вообще атас. Как-то все в движении, дети, хлопоты, заботы. Ближе к обеду могу позволить себе каких-нибудь пару бутербродов с чаем. Но если куда-то выезжаем в город, то это обязательно фастфуд. Я против фастфуда. Там нет ничего полезного, там нет ничего хорошего. Дома ты что любишь готовить? Что-нибудь пожирнее, зажаристее. Ну, да. А ты сама снижала вес? Нет. Я жила, меня все устраивало. Ты вот сейчас уже созрела к тому, чтобы снизить вес. Назови мне какую-то причину, чтобы вот я поняла, что ты на самом деле очень этого хочешь. Для мужа, конечно, хочется же быть красивой. Он такой у меня стройненький, спортивненький, он у меня футболист, поэтому... У него лишнего веса вообще нет? Вообще нету. Ну вот здесь я поверю, что ты на самом деле будешь работать. Чтобы определить стартовые параметры героини, девушку измеряют на специальном приборе Танита. Он показывает 9 параметров организма. Среди них точный вес, биологический возраст, процент жира и процент мышечной массы. Сегодня твой вес 91 килограмм 200 грамм. Не расстраивайся, дай ручку. Я с тобой рядышком. Не переживай. Мы справимся. Мне 37 лет, нахожусь в активном поиске работы. 2 года назад у меня было все еще хорошо, в принципе, квартира, дача, дети, муж. На работе меня, в принципе, все устраивало. Но потом я стала чувствовать, что на работе я уже, в принципе, выполнила свой функционал, я его переросла. Мне уже хотелось чего-то большего. Раньше она много уделяла внимания работе, она приходила с работы, иногда даже дома работала. Я решила перейти в другой отдел. Там уже я себя немножко чувствовала как не в своей тарелке. Хоть это одна и та же компания, но, как говорится, есть твои люди, есть не твои люди. Да? Сам еще процесс работы уже это не то, чего я хотела. Отсутствие удовольствия от работы сказывалось на отношениях в семье героини. Я стала более такая эмоционально разбитая, приходила домой, срывалась, конечно же, на близких своих, на муже, на детях. Я понимала, что это неправильно. Я стала в себе закрываться. Новая должность предполагала большое количество командировок. В поездках героиня начала неправильно питаться. Стал расти вес. Что она ела тогда? Котлеты, картошку. Она любит выпечку, она часто делает какие-то пироги, кексы. Мой вес стал максимально на этих булочках расти, на всем там, на пирожках. И стала уже не смотреть на себя даже в зеркало. Героиня поняла, что нужно что-то менять, и уволилась. Вот только проблем от этого меньше не стало. Она меньше стала краситься, покупать какие-то вещи. Так как я уже минимально выхожу к людям, минимально общаюсь, то и на внешний вид свой я совсем опустила руки. А это моя повседневная жизнь. Много-много леггинсов, которых, как не любят стилисты, удобно. Особо ничего не ношу, ничего не хочется даже носить, если честно. Героиня хочет найти работу мечты. Но прежде ей нужно заняться и другими нерешенными вопросами. Мне хотелось бы изменить свой внешний вид, решить внутренние проблемы, переживания. Что послужило тому, что ты набрала лишние килограммы? Я перешла немножко в другую сферу по работе. Это стала разъездная работа. Так, некогда покушать некогда, было, да, наверное, некогда готовить. Вот, и поэтому уже кушала я где что приходилось. Какие-то там булочки, да, что-то такое, чебуреки какие-то. Котлеты. Ужасно. Это не надо показывать. Приезжала вечером, и тут Остапа понесло. То есть основной прием пищи вечером, да. Села, нахваталась всего и пошла да, спать ложиться. Да. Беспорядочное питание, нехватка питательной ценности белка, поздний ужин непонятно какой. Меня зовут Оля Бондаренко, мне 39 лет, я женщина-танк. Старается все сама. Я тяну все. Работу, дом, детей, да и в конце концов себя. Но сразу была мастеровая. Если вот она потеряла ключ от квартиры, то она могла запросто купить новый и поменять сердцевину у замка. Она могла отремонтировать запросто телевизор. Особенно сильно привычка Оли все тянуть на себе проявляется на работе. Я живу своей работой. Моя работа занимает у меня большую часть времени. Есть некоторые моменты в жизни, когда она работает больше, чем вообще возможно. Я хожу туда действительно иногда и в субботу, и в воскресенье, и даже в день рождения. Я работаю бухгалтером, и
Делаю на самом деле иногда такую работу, которую, наверное, не должна была бы делать бухгалтер. Иногда надо говорить «нет», но это человек, который не умеет сказать «нет». Вплоть до того, что самому приходится что-то грузить, разгружать. Никто лучше меня это не сделает. Никто, кроме меня, это не сделает так, как могла бы сделать это я. Постоянная усталость и ненормированный график привели к тому, что Оля начала неправильно питаться. И картошку Оля любит, и мясо побольше. Я вообще очень люблю кушать. Я все люблю кушать. Солянка, где 5 видов мяса. Мясо по-французски, где куча сыра, куча майонеза. Это майонезики с разными вкусами. Это же вкусняшка, правда? Можно какую-нибудь еще кулебяку с мясом приготовить. Ну и, конечно же, десерт. То есть пирог — это был не десерт. Ну и салат. Все в жизни Оли устроено так, чтобы было удобно в любой момент и в горящую избу войти, и коня на скаку остановить. Я одеваюсь так, чтобы мне было удобно. Если надо разгрузить машину, я могла пойти и разгрузить. Если надо передвинуть мебель, я могла взять ее и передвинуть. Спортивная, побежала, села, прыгнула. Это деловой стильный наряд, в котором я могу позволить себе пойти куда-то. Очень красивая кофта. Вы попробуйте сказать, что она некрасивая. Быть сильной и независимой Оле надоело. Она подала анкету на проект, чтобы это изменить. Я хочу быть маленькой девочкой, чтобы меня защищали. Я не хочу защищать сама себя, я хочу, чтобы меня защищали. Я знаю, что у меня все получится, потому что я все могу. Красивая женщина. Расскажи, пожалуйста, как ты питаешься в течение дня? Позавтракать я не успеваю. Первый прием пищи — это часов 11-12 уже на работе. Такой плотный прием пищи. Первый, второй компот. Если приходится задерживаться на работе, то это шаурма какая-нибудь. Это ужасно. Это реально просто жесть. Ну, я не скрывала, я действительно плохо питаюсь. Я не умею правильно есть. Меня зовут Денисенко Юлия, мне 32 года. Я мама 2 детей. Живу я с родителями, воспитываю своих детей сама. Юля дважды была в браке, но в обоих случаях не сложилось. Мой муж выпивал. Ему хотелось гулять, отдыхать, общаться со своими друзьями, поэтому мы расстались. Так получилось, что и второй мой мужчина любил выпивать. Череда неудачных отношений привела к тому, что Юля утратила веру в себя. И вот это вот получается, что там у меня не выходит, туда я кинусь, там не выходит. Работу поменять, что-то изменить в жизни, получается, что и там какая-то ерунда, не то, что бы мне хотелось. Я устала от такой жизни. Ей хочется большего, но сама себе она большего этого дать не может. Стресс и проблемы Юля заедает. Я люблю сладости. Фастфуд. Пицца с пивом. Попкорн, сладкие ваты, напитки. И если испечешь пирог, например, с грибами, с мясом, с капустой, естественно, хочется, думаю, одного кусочка, это ничего не повредит. Вот и получается. Здесь у нас сосиски, в кастрюльке у нас макарошки, здесь у нас котлетки и остаток вареной картошки. Ужас. Давайте не будем показывать картошку вообще, а выкинем ее вон. Она уже аж потемнела. Из-за неправильного питания Юля набрала много лишних килограмм, что сказалось и на ее гардеробе. Юбки, платья я одеваю крайне редко, одеваю на мероприятия. Я стараюсь это делать, но, к сожалению, из-за, опять же, лишнего веса это не совсем удобно. У меня большие ляхи, они трутся друг от друга, и доставляют дискомфорт. На проект Юля обращается с конкретным запросом. Я хочу, чтобы у меня появилось свое личное время, свое личное пространство, где бы я могла реализовать себя, изменить свой внешний облик, не только похудеть, но и научиться подбирать какую-то одежду, которая бы мне подходила. Юля, расскажи, что ты сейчас выбираешь из еды? Каким продуктам ты отдаешь предпочтение? Что кушаешь в течение дня? Я не завтракаю. Так. Все на ходу, бегом. Обед я беру с собой, то, что приготовила дома, салат или овощи. То есть есть время дома приготовить и взять с собой на работу еду? Да. Ужин у меня, как правило, поздний, в часов 9-10 вечера. Как-то так получается. Пока приезжаешь, пока приготовишь что-то поесть. Те же котлеты, та же курица,
пюре, макароны, то есть каши. Основной прием пищи вечером. Вся семья садится за стол, и весь этот ужин кушается. Там большие порции, там углеводная еда. Мне 30 лет, и я живу в диссонансе. Это когда мой внутренний мир не соответствует тому окружению, в котором я нахожусь. Во внутреннем мире я маленькая и красивая, а во внешнем нет. Она хочет просто хорошо и комфортно себя чувствовать на работе с другими людьми. Я работаю в детском театре моды, кастинг-директором. Мое окружение — это постоянно работа, это постоянно красивые лица, это модели, это артисты, актеры, это общество, в котором я нахожусь 24/7, и где я чувствую себя белой вороной. Белой вороной Настя чувствует себя в первую очередь из-за того, что не соответствует модельным параметрам. Ее обижает такая несправедливость. Почему там кто-то, грубо говоря, тазиками еду-то в себя запихивает, да, и все хорошо. А тут вроде бы ты себе лишнего не позволяешь, и все равно ты растешь как на дрожжах. Ничего лишнего с точки зрения Насти это сосиски, колбаска, выпечка, хоп, шашлык, вино, шампанское. И, как следствие, Насте надо похудеть. Я думал всю жизнь, что она весит килограмм 70, когда стала на весы, увидела, что весит 90. Я прямо удивился очень. Теперь она устроена в своем роде. Веселого в этой ситуации мало, потому что вместе с лишним весом Настя приобрела и страхи. Я боюсь потерять ту картинку, тот идеальный мир, который у меня есть. У меня замечательный муж, у меня прекрасные девочки, у меня замечательная работа. И я могу в один момент это потерять. Один раз от самой Насти услышала фразу о том, что Лиза, старшая дочь, она хотела бы, чтобы мама чуть изменила внешность, чтобы мама похудела. Но я сама от Лизы такого никогда не слышала. И что Лиза стесняется мамы, я тоже этого не видела. Возможно, это за уши притянутая проблема у самой Насти в голове. Я не стесняюсь маму абсолютно. Зато сама Настя стесняется себя. Свои недостатки она маскирует при помощи гардероба. В основном я люблю это джинсы, удлиненный какой-то пиджак, либо тренч какой-то, и под него маечка, рубашка, блуз. Есть прям одна любимая, которую я занашиваю. Это такая блузочка с воротничком, она такая удлиненная. Вот в ней удобно. И есть самая любимая вещь, мне ее купил, как ни странно, мой ребенок старший. Рубашка удлиненная. В ней очень удобно, такая большая, объемная. И в ней свободно. Настя хочет достичь гармонии между тем, как она чувствует себя внутри, и своим отражением в зеркале. Девушка надеется, что проект ей в этом поможет. Я хочу принять себя снаружи и быть такой, какой я чувствую себя внутри. У нее получится измениться, и ваша помощь ей просто необходима. Я уверен, что у нее получится похудеть. Я верю в маму. Здравствуйте. Настя, привет. Меня зовут Лиза. Будем знакомиться. Я твой консультант по питанию на ближайшие 3 месяца. Я бы ей по внешнему ее виду дала лет 38. Меня зовут Анастасия Заремба. Мне 30 лет. Ей лишний вес добавляет ее возраст. Расскажи мне, пожалуйста, чем ты питаешься в течение дня? Любимый вид пищи – это черный кофе в течение дня. Но, естественно, после рабочего дня это плотный ужин. Всегда с соусами, с майонезами. Как твое окружение относится к тому, что вот у тебя лишний вес? Самое печальное, что они меня принимают такой, какая я есть. А я не могу уже себя принимать такой, какая я есть. Я большой шарик, который почему-то всегда прыгает. Потому что, кажется, остановлюсь, и я уже не встану. Ты готова уже к переменам? Да, у меня уже осознанное желание, и я просто понимаю, что когда-нибудь моя счастливая жизнь закончится. Мой красивый муж посмотрит на более худенькую девочку. А моя идеальная работа, она просто растворится, потому что я не вписываюсь в те стандарты, в которые я должна. Сброшено веса 16 килограмм 200 грамм. Когда озвучили цифру, окончательно вот к чему я пришла, для меня 16,2 килограмма за 3 месяца, это для меня это очень много. Потрясающий результат! Шикарный результат! Наш не для нас. Открой себя заново. Если не ты, то никто другой. Открой
себя заново. 16-100 сброшенного веса. 16 килограмм 100 грамм. Вы похудели очень правильно, в нужных местах. У Тани очень хорошо ушли объемы. Но самое главное, Тань, ты помнишь свой биологический возраст? Да, это был трэш. Какой? 52 года. 52 года на сегодняшний день. 31 год, и это минус 21 год биологического возраста. Вау, я считаю, это круто. Останавливаться я не собираюсь, но все в общем уже старт такой дан хороший, поэтому я очень рада и довольна этой цифрой. Открой себя заново, пойми, этот мир наш и для нас. Открой себя заново, если не ты, то никто другой. Открой себя заново, просто... Сброшено веса за 3 месяца ровно 20 килограмм. Оля, ты красавица! Я хотела достичь этой цифры, но я не ожидала ее сегодня увидеть. То есть для меня это двойной праздник. В общей сложности в объемах мы изменились на 83 сантиметра. Но это почти метр. Мы работаем дальше. Я тебя жду в нашем клубе здорового образа жизни. Работаем над результатом. Открой себя заново, не надо оправданий и пустых фраз. Открой себя заново, пойми, этот мир наш и для... Составила 9,5 килограмм, друзья. Юль, ты молодец. Я хочу тебя похвалить в любом случае. Спасибо. Я хочу пожелать тебе новых побед. И мы не достигли той цели, о которой мы мечтали. Поэтому мы продолжаем работать дальше. Я буду рада с тобой работать. Я буду рада видеть тебя в нашем клубе здорового образа жизни. Все у нас получится. Ты прекрасна. Спасибо. Открой себя заново, не надо оправданий и пустых фраз. Открой себя заново. Первое, что я увидела, это целая толпа народа, и в толпе мои близкие родные глаза. Это моя любимая дочка и мой муж, которые ждали, и которые меня поддерживали даже на расстоянии. Мама мне очень понравилась. Она выглядела красиво. Мне нравится ее макияж, мне нравится ее костюм. Мне все понравилось в ней. Настя, ты шикарная, ты дорогая женщина, все, как ты и хотела. Ты великолепна. Да, я хочу посмотреть туда. Слово женщины закон, я думаю. Да, я засмотрелся на этот космос прямо. Космос. Сердце упало в пятки. Я не знала, что я там увижу. Я не знала, какая я буду и чего ожидать. Любоваться надо вот этим. Меня зовут Анастасия Заремба, и я живу в диссонансе. Любоваться надо вот этим. Да, Маша, это то, что надо было. Это было просто вау! Маша угадала на все 100. Маша угадала то, что именно я хотела. Маша! Класс. Пойдем на весы? Страшно. Не бойся. Когда я остановилась на весе, это было очень страшно. Я не знала, чего там ожидать. Сейчас мы с тобой вспомним наш первоначальный вес. Он составлял 92 килограмма 400 грамм. А я на них встала, и тут я не поверила своим глазам. Твой вес составляет 74 килограмма 400 грамм. И это потрясающе. 18 килограмм за 3 месяца! Настя, мне с тобой было очень легко и комфортно работать. Ты выполняла все мои рекомендации, вопросов не было никаких. Ты молодец, ты очень старалась. Спасибо тебе большое. Настя, глядя на тебя, я вижу суперзвезду, и других слов у меня просто нет. Я очень хочу, чтобы с каждым днем ты чувствовала в себе эту возросшую уверенность, красоту и просто шагала с гордо поднятой головой дальше по жизни. Поздравляем. Ну как вам? Класс? Если вам понравился выпуск, поставьте, пожалуйста, палец вверх. Я буду понимать, что нужно сделать продолжение. Я могу много сделать подборок. Это действительно вдохновляет. Это действительно показывает людям, что стоит задуматься и что-то можно таки поменять. Всем до встречи в новых видео. Пока.